Всем привет, подписчики, гости канала. Пригнали машину. Ходовку я на ней уже делал, но человек все равно жалуется, что-то стучит. Я долго не мог найти что. Стуки такие идут резкие по подвеске, облазил. Не мог найти, нашел со второго раза. Сейчас вам покажу, что тут стучит. И как до него добираться, еще пока не знаю. Ну, будем как-то решать этот вопрос. Пригнали Джили. Была она уже у меня, есть ролики за нее. И сейчас покажу, что стучит. Я бы не додумался в жизни, что оно может стучать. Сейчас покажу. Рейка рулевая. Тут крепится хомутом. Эта сторона у нас на сайлентблока. Вот он сайлентблок. И вот оно у нас поднимается вверх. Он прыгает. И стук дает по всей подвеске. Ну, на колеса даже снимать не буду. Сейчас буду поднимать машину, откручивать полностью подрамник и опускать подрамник. Но еще такая фишка: болты тянутся сверху. Обычно они снизу или гайка там, а тут сверху. Резьба у нас идет в подрамнике. Не знаю, как я буду их срывать. Сейчас будем пробовать. Поднимаем машину, откручиваем подрамник и чуть-чуть опускаем подрамник, чтобы долезть до этих сайлентблоков. Хозяин сайлентблоки купил. Но купил почему-то 4 штуки. Тут надо 2. Ладно, поднимаем. Посрывал подрамник, задние болты открутил. Открутил болты сайлентблоков на рейке. Вот эти получается. Опустил немного подрамник. Вот сайлентблок. Разбитый он сильно. А как оттуда достать и как запрессовать новый? Конечно, под большим вопросом. Сейчас как-то выдерну старые. А как прессовать новые, еще даже не знаю. Повыдавливал я сайлентблоки на месте. Конечно, проблемно было их вытянуть. Они уже дубовые края держали. Новые сайлентблоки. Не знаю, что за фирма. Все равно Китай какой-то. Сейчас буду пробовать устанавливать. Там ни съемником не подлезть, ничем. Эти выдавил. Поднял рейку от подрамника. Под сайлентблок поставил гайку на 19 широкую. И монтировкой начал давить. Вот тут гайка снизу. И монтировкой начал давить рейку. То есть я их повыдавливал. А вот как садить назад, сейчас буду думать. Ну, тоже, наверное, что надо подлаживать. И давить, получается, на сам сайлентблок от кузова. Сейчас буду пробовать. Ну что, передний запрессовал. Упирал об коробку монтировкой. Он отметина есть кривой. И вдавливал его. Еле вдавил. Вообще болт надо вытянуть. По заднему. И чтобы вдавить, поставил брусок под рейку, что есть, чтобы был зазор между сайлентблоком и подрамником. По заднему, если увидите, еле-еле я его поддавил. Сейчас вставлю сюда болт повыше. Зазор есть, и надо будет пробовать додавливать. В общем, все придумано, чтобы снял рейку, поменял и поставил назад. Представьте, сколько бы стоила работа разобрать вот это все дело. Но я как бы обхитрил. Сейчас додавлю задний. Все, я их победил. Передний уже показывал, и задний. Вот, допрессованный, бортик снизу вылез. Все, теперь болты мажем, попадаем, вытягиваем брусочек, попадаем в болты. И затянуть их надо тут на месте. Когда будет поднятый подрамник полностью, туда будет проблемно долезть. Мучаюсь Джили. Не мог попасть в болты. Минут 40. Вот передний попал, а попал, когда отпустил уже задний хомут. То есть рейка начала чуть по подрамнику ездить. Передний болт попал. Задний еще хуже. Сейчас буду пробовать попадать. Сайлентблоки понятно, что могут где-то прессануться наискось, уже выровняются по месту. Но попасть в болты большая проблема. Но сделано, снимается подрамник, снимается рейка и прессуется, и ставится все на подрамник. А не так, как я мучаюсь.
Наконец я попал в болты. 1,5 часа попадал. Вот этот болт. И вот этот задний. С этим вообще проблемы были. Пока не прогнал мечиком резьбу внутри потихоньку. Все, подрамник затянутый. Осталось затянуть рейку. И звонить хозяину. Пусть он ее забирает. Вымучило, что называется. Так что, друзья, не берите за такую работу. Очень все проблемно. Что запрессовать, что болты потом попасть. Все, всем пока.